Всем доброго утра. Сегодня дала себе слово, что пораньше лягу спать, но не получилось. Очень много было вопросов, нужно было ответить. Отчеты по пятницам. Ой, и пока все это сделала, собственно говоря, уже 6:30 утра. Ну, ничего страшного. Нам не привыкать к такому режиму уже не первый раз. Так что все нормально. Итак, знаете, друзья мои, когда я иду по важным делам, невзирая на то, что у меня сотни защит и тысячи заговоров за жизнь прочитано, и вообще у меня были очень сильные предки, невзирая на это, я все же прошу помощи у духа, которого я называю сопровождающий. Особенно, когда сажусь за руль, я призываю эту силу. Потому что знаете наши дороги, знаете, сколько людей хамоватых, глупых и не уважающих ни свою жизнь, ни чужую. Да и вообще в любой ситуации, если вы чувствуете, если внутренняя какая-то тревога или важное дело, призывайте эту силу. Вам достаточно один раз призывать эту силу, и вы можете спокойно пойти по делам. Эта сила будет вас сопровождать. Если уж так мягко говоря, будет идти впереди вас, открывая вашу дорогу и защищая вас от всевозможных опасностей, препятствий, которые могут вам встретиться на пути. Вы знаете, я слышала очень много рассказов от людей, которым от бабушек, дедушек были переданы какие-то заговоры. И вот они, выходя из дома, что-то читали, начитывали и шли по своим делам или ехали, если им нужно было куда-то лететь или уехать. И вы знаете, случались катастрофы и всякие непредвиденные ситуации, и эти люди всегда оставались живы. Более того, они оставались полностью невредимы, то есть люди оставались невредимы в таких мясорубках, где сотни было трупов. Ну, например, на моей памяти была женщина из Греции, когда автобус перевернулся со скалы и упал в море. Я сейчас не помню, в каком году это было. И когда у нее брали интервью, она сказала, моя бабушка дала мне какой-то там заговор. Естественно, журналисты так как бы отнеслись с иронией, улыбнулись, но она сказала, зря вы улыбаетесь, потому что вот после того, как автобус перевернулся и столько людей погибло, на мне не было ни единой царапины. И все удивлялись тому, что я просто не то, что осталась жива, я абсолютно была целая. Так уж получилось, что меня, говорит она, выкинула, значит, назад, заднюю часть автобуса, в хвост. И там вот накрыло меня вот всеми этими сумками и прочее. То есть смягчило удар. Но не всем так посчастливилось, потому что, как правило, люди резко вылетают вперед или в окна, бьются, и вот от этого и погибают, собственно говоря. Я к тому, что вот такие вот заговоры, такие знания, такие переданные вам защитные слова, они очень важны. И если вы будете относиться к этому с уважением и, скажем так, серьезно, то оно будет вас спасать всегда и во всем.
Как-то легче, знаете, когда есть некая сила сопровождающая, которая идет со мной, точнее, идет впереди меня, когда я еду. И сколько раз были ситуации, когда особенно наши любимые таксисты, которые, не предупреждая, не включая поворотник, просто могут повернуть внезапно. И чаще всего аварии случаются по их вине, потому что многие приезжают и абсолютно ни дня не ездив по Москве, они думают, что это ну, такой же город или такая же местность, никакой разницы. Разница огромная, колоссальная. Москва – это мегаполис. Это... Здесь, если научишься ездить, тебе больше, знаете, море по колено. Больше нигде ничего не страшно. Те, которые считают, что в Москве любой выживет, очень ошибаются. Человек, который выжил в Москве, вы не равняете Москву с другими городами. Это школа жизни. Здесь очень сложно. Для того, чтобы здесь не просто выжить, а жить более-менее в достатке, чтобы отличаться от других, здесь нужно настолько стараться, быть настолько впереди всех, настолько больше всех работать, чтобы тебя заметили, чтобы ты была вообще, существовала здесь. Поэтому в Москве, вот как раз, или вообще в таких больших мегаполисах, за рулем, или неважно, куда ты едете по делам, всегда нужна определенная защита. Вокруг очень много злой, нехорошей энергии, очень много энергии страданий и прочее, прочее. Итак, читайте один раз, выходя из дома. Либо читайте, сидя в машине, то есть сели за руль в парковке, прочитали и поехали. То есть выберите момент, чтобы прочитать этот заговор, для того, чтобы у вас день прошел без каких-то происшествий и прочее, прочее. Итак, дух сопровождающий, я тебя призываю, прошу тебя и заклинаю. Побудь сейчас рядом со мной, ты впереди, я за тобой. Опасности с пути сметай, препятствия вон убирай, мою дорогу открывай. Сопроводи всюду меня, и в ночной тьме, и средь бела дня, дух, призванный сегодня мной, иди вперед, я за тобой. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Еще раз. Дух сопровождающий, я тебя призываю, прошу тебя и заклинаю. Побудь сейчас рядом со мной. Ты впереди, я за тобой. Опасности с пути сметай. Препятствия вон убирай. Мою дорогу открывай. Сопроводи всюду меня, и в ночной тьме, и средь бела дня, дух, призванный сегодня мной, иди вперед, я за тобой. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Как откупаться от этого духа? Если вы часто будете призывать в течение недели, когда у вас улучшится момент, оставляйте на подоконнике что-нибудь сладкое. Можно развернуть конфеты, поставить и сказать: угощаю сопровождающего духа, потому что у шоколада, вообще у продуктов, духи вообще питаются молекулами еды, то есть ароматом. Либо мед можно. Можно фрукты разрезать и оставить. Таким духом нравится питаться вот именно молекулами еды. То есть они берут такой откуп. А вообще они берут откуп еще энергии. То есть энергии счастья, радости, когда вам легко становится от того, что у вас получается контактировать с ними. Объясню, что дает, например, этот заговор. Например, дает вам возможность всегда найти парковку, если вам негде ставить машину. Например, помогает вам быстрее вырулить из пробок. Например, помогает вам избежать аварии. Но это для тех, кто водит, да? Если у вас какая-то сделка, покупка, продажа дома сопровождает, чтобы это все прошло без
всяких опасностей для вас, потому что мы с вами прекрасно знаем, насколько это опасное мероприятие в наше время. Покупка, продажа дома и вообще не только. Одним словом, просите, и дано будет вам. Всем удачи!